Здравствуйте, приветствую вас на канале. Итак, максимальные иксы, МХАТы, максимальный позитив. Я думаю, что мы дождались того самого интересного момента и начала альтсезона. Я хочу вас поздравить, потому как у нас начало альтсезона, криптоэнтузиасты. Начало альтсезона, тот самый момент, который мы долго ожидали. Я 4 года сидел в крипте, и это уже начало того самого завершающегося альтсезона. Мы уже в стадии эйфории на крипторынке. Что мы видим? Приток капитала в биток 3,8%, в эфириум практически 20%. Это тот самый момент, когда действительно идет альтсезон. Solana 8,4%, Dogecoin 10%, BNB 3%, XRP 7%. Неплохо. Что у нас по рынку? 3 триллиона 220 миллиардов долларов. Это приток капитала. Может быть такое, что это рисованный приток капитала. Может быть здесь и реальный приток капитала. Мы видим то, что у нас параболическая фаза роста по притоку капитала. Но особо радоваться не нужно. У нас цель 4,5 триллиона долларов, и там нужно будет фиксировать. Давайте-ка посмотрим мы на доминации. Что по доминациям? Здесь мы видим формирование разворота. Вот у нас синяя такая доминация, это эфириум. Альта пока месяц отстает, биток замер на месте. На эфириуме здесь небольшой разворот формируется. Довольно-таки неплохо. Капитализация рынка знатно растет. За 30 дней знатно мы выросли. Наша задача пойти на перехай. Тогда можно будет вздохнуть и сказать, что да, действительно, вот 4,5 триллиона долларов. Тут вот так вот распределение. И было бы все у нас неплохо. Очень четко отреагировали альткоины на рост эфириума. Смотрим то, что буквально за неделю Pepe дало 24%. Это просто трэш. Эфириум 20%. Эфириум дает 20, Pepe 24. Все остальное, в принципе, особо, движ такой. Движ Париж не особо такой крупный, но Pepe неплохо дала. Мы вчера проводили прямой эфир, стрим с Дофой, все это дело рассмотрели. Итак, максимальная поддержка канала, потому как у нас тут с подпиской смотрят 58%, без подписки 41%. Что это такое? Нужно здесь исправить ситуацию. И что интересно, я сегодня посмотрел статистику, у нас здесь, смотрите, возраст. И мы видим то, что у нас появилось новое поколение на канале. Это люди 17, от 13 до 17 лет. Также от 18 до 24. Здесь не было у нас никаких людей. Смотрели в основном 25, 35, 45. Мы видим то, что здесь появились молодые люди. Говорилось бы, да, откуда будет у нас рост, кто будет покупать. Вот вам статистика YouTube говорит о том, что начинает криптой интересоваться молодое поколение. Вот вам, в принципе, и свежая кровь. Что у нас по комментариям? Не ори. Это такое. Хочу ору, хочу не ору. Так, сейчас с эфира можем выйти. Я лично буду выходить где-то в диапазоне 3,8-4 тысячи долларов за эфириум. Дальше. Здесь у нас реклама Мекса полным ходом идет. Точки входа по эфиру высокие. Я лично по 1590 брал 2 года назад. Я брал по 1565 тоже 2 года назад, но еще немножко покупал вот в феврале. И в этом году добрал практически по той же цене. Смотри, да, ты в принципе неплохо взял. Я взял намного выше, получается. Я в феврале брал там чуть выше у меня была точка входа, конечно же. Такое, ничего страшного, посмотрим. Эфир это, я думаю, что фундаментальный инструмент. Так, прогнозирует, что биткоин вырастет. Как же прогнозирует, что он, возможно, упадет. Короче, когда вырастет или упадет, буду говорить. А я же говорил. Да, конечно же, я вам говорил. Если ты очень долго сидишь у меня на канале, то ты все видео знаешь, про что я говорил. Так и я говорил тоже. Я тоже, в принципе, говорил. Так вот. Представляю, как сейчас чувствуют себя медведи. Неописуемое чувство. Не знаю. Я, в принципе, не знаю то, что они чувствуют, но я знаю то, что их побрили знатно. Потому как ликвидации пошли шортистов. Давайте-ка мы посмотрим карту ликвидаций.
Биткоин ликвидации. Смотрите, как шортистов побрили. Очень сильно, конечно, выбривают шортистов. Очень-очень-очень. За 24 часа все у нас шортисты начинают страдать. И смотрите, какая здесь у нас статистика. За год максимальное количество шортистов. Да, казалось бы, зачем шортить рынок на дне, зачем лонговать рынок на хаях? Шортисты выбриты знатно. Это первый раз за целый год, когда так шортисты сильно пострадали. Это просто трэш. Смотрите, страдают шортисты. Очень сильно страдают шортисты. Это просто капец. На Пепе тоже. Самое большое количество это на битке. 340 миллионов долларов. На эфириуме 254 миллиона долларов. Вот. В принципе, вот так. И сейчас вот у нас опять же чуть-чуть лонги подбревают. Ну, понятно, должна быть какая-то волатильность. Ну и шорты тоже не отстают. В принципе, будьте очень внимательны, ставьте стопы, обязательно ставьте стопы. Конечно же, утренний обзорчик должен быть с кофейком или с водой или с чайком, ну кто с коньяком. Коньяк я вообще никому не рекомендую, алкоголь тоже не рекомендую пить, потому как это только вред для вашего здоровья. Итак, в принципе, что? Сообщения мы посмотрели, здесь вот особо ничего интересного нету. Поддерживаю, конечно же, я всех поддерживаю и рад то, что мы, конечно же, дождались того самого момента, когда у нас идет рост. Я думаю, что мы дождемся эйфории еще. Эйфории у нас пока что не было. У нас только страдание шортистов идет. Эйфория у нас будет, когда будет желтая здесь вот зона. Ну, тогда будут, конечно же, залетать новые люди. В YouTube будут залетать, в телегу будут залетать. Все будут говорить, что покупать, а мы в этот момент будем продавать. Итак, биток. Давайте мы посмотрим все-таки биток, а то все одна психология. Сколько этой можно психологии. Открываем Binance и смотрим. Смотрим мы то, что у нас творит биток на данный момент. А биток у нас творит незабываемые вещи. 102 тысячи долларов за BTC. Итак, в принципе, что? Мы удержали уровень важный 69 тысяч долларов. Это был бы поход на медвежий цикл. Мы его можем увидеть, этот уровень. Вот он. Этот уровень мы удержали. Так. Вот он. 69 тысяч мы здесь удержали. Сюда мы не залетели. Отсюда мы развернулись. И сейчас на данный момент мы пробили очень важный блок сопротивления. Вот этот вот. Который тоже берет свое начало очень давно. На данный момент мы пробили этот блок и закрепляемся. В диапазоне 90 тысяч долларов закрепились мы и ушли выше. Примерно это было в апреле месяце. Я был на работе, там у меня другой компьютер. Я примерную схему рисовал, что мы здесь выйдем вверх, проторгуемся где-то примерно несколько недель, может быть 2-3, и выйдем выше. Так, все это у нас дело, в принципе, здесь и отработало. И это очень хорошо. А могло бы, конечно же, и не отработать. Мы могли бы с текущих бы погрузиться на медвежий цикл. И это был бы отскок дохлой кошки. Но мы видим то, что быки все-таки побеждают. И они задвинули биток намного выше. Пока что отскок дохлой кошки у нас потихоньку отменяется. Также на дневке мы видим то, что здесь сформировался золотой крест на биткоине. Вот у нас бирюзовая скользяшка и сиреневая скользяшка. Они пересекнулись, но не было у нас коррекции и не было пересечения вот этой вот оранжевой скользяшки, 7-й. 25-я, 99-я пересекнулись. Вот в моменте 4 мая они пересекнулись, как это было примерно вот здесь. Вот 1 октября 2024 года. И это был тоже старт забега
по крипторынку. Но не было у нас пересечения 7, а здесь было пересечение 7. Ну, в принципе, это быстрая скользяшка, она и не особо и важна, потому как в дальнейшем она здесь просто летела вверх и не было никаких пересечений. Только было вот здесь, вот на небольшой коррекции, на ретесте сотой мы увидели здесь пересечение. Тут у нас нету ретеста сотой. Может будет в дальнейшем там пересечение. Посмотрим, понаблюдаем. Рынок у нас вырос. Это очень хорошо. У нас здесь сформировался новый восходящий канал. Новый канал восходящий сформировался. И, конечно же, мы видим то, что здесь формируется. Повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Это говорит о том, что тренд здесь поменялся и... Наверное, все-таки мы пойдем на перехай, и биток уйдет в диапазон 130-150 тысяч долларов. Это будет очень важно. И тут, наверное, подключат у нас FOMO и альтсезон. В принципе, альтсезон уже сейчас даже и идет. И нужно покупать альткоины сейчас, а не покупать вот здесь. Вот. Если вы, конечно же, хотите торговать альткоинами. Если нет, то нужно желательно только сидеть в биткоине, потому как альта зачастую вас обнуляет. В принципе, вот так вот. Также мы видим то, что здесь отрисовали красивое двойное дно. Так вот паттерн. У нас здесь виднеется паттерн Ева и Адам. И мы вышли сюда. Похожая ситуация, как было в декабре 2022 года. Здесь опять, наверное, будут набираться шортисты сейчас. И могут задвинуть рынок на перехай. Вернее, биток могут задвинуть на перехай. Что касательно самой доминации, давайте-ка мы посмотрим важный момент. Доминация альткоинов посмотрим и доминация биткоина. Важный момент то, что у нас растет биткоин на снижении доминации. Мы видим первая неделька, когда доминация начала падать. У нас здесь был 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недель зеленых свеч. Вот первая неделя, буквально сегодня пятница, уже практически поглощается. И мы видим то, что действительно идет рост биткоина на снижении доминации. Это как раз нам и нужно. Также здесь есть сигнал, то, что красный сигнал появился, нужно продавать типа. Разворотный сигнал. Давайте посмотрим, сигнал присутствует на недельке. На недельке у нас нету никаких сигналов. Кому интересно сигнальные индикаторы, если вы реферал на бирже BinX, то могу с вами поделиться с целым пакетом интересных индикаторов, по которым вы сможете продавать, торговать, они четко все отрабатывают. Сегодня опять у нас падает доминация, посмотрим, как у нас дальше будет. Ну, здесь по доминации есть большое количество здесь блоков сопротивления. Раз блок, два блок и также тут будет огромное у нас сопротивление. За падение доминации еще очень рано говорить, здесь только-только начало, конечно же, разворота тренда. Также просили посмотреть в чате, что у нас по лонгам. Давайте-ка мы посмотрим лонги эфириума и лонги битка. Посмотрим лонги эфириума, лонги битка. Что мы видим? Лонги битка у нас отрабатывают, уже начинают их потихоньку реализовывать. Крупный игрок уже реализовывает лонги. Я думаю, что как только мы где-то дойдем до вот этой вот трендовой линии, вот примерно вот сюда, можно сказать, что уже все, в принципе, тренд сменился, лонги заканчиваются, и там дальше будут только шорты по биткоину. Но за это еще здесь рано говорить, но в принципе тренд меняется в лонговую сторону по биткоину. Это были лонги набраны, теперь они пампятся и реализовываются. И тренд у нас здесь вот такое вот красное облако открылось, меняется на лонговую ситуацию. Это набор лонгов по биткоину. Что у нас касательно лонгов по эфириуму? Мы видим то, что лонги вроде бы как уже завершили свой набор. Здесь появился сигнал. И тоже открылось красное облако. Красное облако открылось. Я думаю, что здесь начнут раскачивать все это дело, как это было вот здесь вот у нас в 2020-2021 году. Такое вот боковое движение, раскачка и потом завершение. На недельке мы видим то, что еще небольшая зеленая неделька. Что у нас на часе?
на часе эфириум у нас хорошо вырос, и мы видим то, что на часе здесь начали тоже реализовывать лонги по эфириуму. Мы видим то, что задвинули эфириум раз, потом чуть-чуть набрали лонгов, опять задвинули эфириум 2, опять чуть-чуть набор был лонгов, и опять у нас вот с 3 часов, с часу ночи задвинули эфириум. Сейчас эфириум там 2 с копейками, 2200 вроде бы. Вот. Ну и тут опять начинают потихоньку подбирать лонг по эфириуму. Ну, может, это уже не крупный игрок, а какие-то другие люди набирают по эфириуму лонг. Так, по биткоину очень все у нас здесь хорошо. Сейчас здесь у нас может образоваться коррекция. Недельку, полторы мы можем даже здесь простоять, прокорректироваться. Это у нас... Ничего такого страшного нет, потому как мы, в принципе, смотрите, пришли к важному уровню. Вершина блока, вот это вот, сильного сопротивления. Здесь тоже есть некое сопротивление. Посмотрим, может быть, подвезут какие-то хорошие новости, и мы увидим перехай по биткоину. И желательно увидеть перехай и закреп, чтобы в дальнейшем мы росли хотя бы вот сюда, диапазон 140 тысяч долларов. Но не будем тоже исключать негативный сценарий, то что мы можем повернуться на медвежку. Также эфириум, давайте-ка мы посмотрим, что у нас по эфириуму. Это просто капец, это просто капец. Наконец-то мы дождались. Аптос пошел 5,5, офигеть. Доминация альткоинов, давайте мы посмотрим. Доминацию альткоинов. Еще пока у нас отстает доминация альты, стоит на месте. В принципе, тут у нас такой вот график. Мы еще на данный момент находимся в зоне непонимания и неразворота, потому как мы можем и дальше потихоньку падать. Все может произойти на этом рынке. Может на биткоине это просто отскок дохлой кошки, и мы дальше падаем. Разворота по альткоинам нету. Доминация стоит на месте, и разворота мы не видим. Примерно, я думаю, что вот этой вот точке у нас будет разворот. Здесь у нас уже на недельке формирует зеленое облако. Есть сигнал на покупку. Это у нас просто доминация. Но я думаю, что будет здесь тоже тренд альткоинов с пробитием марта, и мы уйдем в диапазон 15-20%, вот сюда вот, и здесь нужно будет покидать крипторынок. Мы этого уже, конечно же, дождались. Практически более чем год после халвинга битка у нас было здесь снижение, альта очень сильно страдала. Да, тут, конечно же, сам даже я в шоке просто с такой рубиловой, потому как я ожидал увидеть иное на крипторынке. Я думал, что у нас будет хотя бы плавный какой-то там восходящий тренд, рост, но мы увидели кровавое месиво на протяжении 1,5 года. На протяжении 1,5 года у нас было кровавое месиво. Дальше. Что у нас по эфириуму? Да, 2217. У нас обновление спектра, по всей видимости, повлияло на цену эфириума. Ну, это все подвезли новости, по всей видимости. Что касательно данного обновления, оно позволяет нам по дешевым комиссиям двигать эфириум. Само собой, стейкать эфириум в количестве 2000 монет и более. Само собой, там много чего есть интересного. Кто занимается технологиями, можете, конечно же, все это дело изучить. Но я сюда пришел с целью спекуляции. Сделать 2-3 икса на эфириуме и выйти с данного актива. Мне не нужны эти технологии, стейкинги и спекуляции. Я сюда пришел за деньгами. Мне важны доллары. Вот. Капитализация 2 триллиона 680 миллиардов долларов. Капа у нас знатно выросла. Мало ли может быть такое, что мы увидим капитализацию эфириума в диапазоне 1 триллион долларов. Смотря как манипулятор будет накачивать, конечно же, крипторынок. И что касательно инвестиций, хочу вам показать. Кто не знает, смотрите, какие здесь иксы. 7172 икса. Эфириум покупался по 30 центов. По 30 центов эфириум покупался в 2014 году. Так что имейте в виду, ребятки, с кем вы имеете дело. Вот. ICO 83%.
распределение по эфириуму. Ну, биржа у нас все, конечно же, здесь торгуется. События. Вот у нас здесь события. Правда, здесь все у нас на английском языке. Или языку. В принципе, вот так вот. Что касательно цены эфириума. Эфириум у нас наконец-то пробил нисходящий тренд. Что у нас на часе? На данный момент покупай, продавай, покупай, продавай. Я считаю, что это уже идет параболическая такая себе фаза роста, не дают перезайти. Видно то, что купил, продал, ниже не откупишь. Все, тут нужно сидеть в этой ракете и ожидать. На 4-часовике у нас нету никаких сигналов, и мы пришли в блок сопротивления. Вот. Данный блок сопротивления, мы с вами это дело все рассматривали. Здесь тоже у нас интересное разворотное движение. Здесь у нас сильнейший блок сопротивления. Тут у нас будет, по всей видимости, уже потихоньку проторговка. Посмотрим. На дневке у нас все это дело выглядит вот так вот. Тоже, да, не дают перезайти. Купил, продал, опять сигнал на покупку. Ну, куда же здесь продавать? Идет просто вверх парабола. Тут нужно досидеться, дождаться хотя бы пробития $3000. Ну, тут 3700, 3800, тогда здесь какие-то делать продажи. Сейчас у нас сильнейший блок сопротивления здесь присутствует. На недельке мы видим то, что у нас был сигнал на покупку. Тренд меняется. Все. Эфириум зачастую, если растет, он растет хорошими зелеными палками, дылдаками и все. Как это было вот здесь. Вот смотрите. 21 год. Вот. Раз палка, два палка. У нас было сопротивление. Мы здесь проторговались тоже длительный период времени, потому как было здесь сопротивление. И потом палками улетели. Раз, два, три. Несколько недель. И все, мы уже очутились вот здесь вот. Все, тут у нас уже распределение. Там подвозили новые новости. Говорили, что эфириум уйдет в диапазон $10 000 в 2021 году. Я это все помню. Аналогичная ситуация у нас может быть и здесь. Если подобрал эфириум, нужно переждать этот момент. Перезахода тут могут не дать, конечно же. Лучше все-таки взять там какой-то лонг, может, или еще что-то. Ну, правда, точка входа по лонгу уже улетела. Нужно было смотреть внимательно мои видео. Мы подключали индикаторы, смотрели то, что здесь хорошая точка входа. Даже на спот. Даже с текущих можно взять на спот. Даже с текущих. Правда, можно было вчера взять по $2000 эфириум. И уже у нас, в принципе, смотрите, 10% уже есть. В принципе, вот так вот. Эфириум у нас пошел. И пошли все альткоины на экосистеме эфириума. Мы видим то, что у нас пошла Shiba Inu, тоже чуть-чуть. Pepe сильно выросла, 24%. Aptos, Whitebit, смотрите, обновил хай $30.28. Я ожидаю с текущей хотя бы по Whitebit 2 икса. Это было бы шикарно. Вообще было бы неплохо скинуть бы Whitebit в диапазоне $100. Но Whitebit я буду держать, я его расторговывать не буду. Просто когда рынок достигнет своих пиковых значений, потом его и скину. Мало ли, может он будет стоить и $100. Фиг его знает. Трамп стоит на месте. МНТ 75 центов, Атом 4,58 тоже развернули. Арбитрум у нас дал 11%, 36 центов. Правда, это еще очень далеко по ходу от точки входа большинства, в том числе и моей точки входа. Форткоин $1.19. Pax Gold, золото начало потихоньку корректироваться, неплохо. И, конечно же, Нейро. Монетка Нейро, давайте мы посмотрим. Монетка Нейро тоже у меня есть. Делаю на нее ставку. Я ее подбирал вот буквально весной. Посмотрим, что у нас с Нейро. Давайте-ка мы посмотрим. Тут у нас есть вестинг. У нас здесь есть вестинг по Нейро. У нас здесь все токены разблокированы. 100% в обороте монет. Инвестиций нету. Это у нас такой себе мемкоин. Биржи торгуется она на всех ликвидных биржах и на Binance. И Nero тоже у нас показал неплохой движ. Пробили мы нисходящий канал. Здесь мы закрепляемся. Правда, мы можем, конечно же, шлепнуться еще сюда даже. Но мало ли, может быть такое, что Nero у нас в дальнейшем это гем. И может будет движение как на Pepe. Что касательно капитализации, у нас здесь небольшая капитализация. 133 миллиона.
было в пике 1 миллиард. Я думаю, что мы можем легко даже достигнуть диапазона 700-800 миллионов долларов по Nero. И эта монета может показать 8-10 иксов, ну, легенько даже. Даже легенько. У меня хорошая точка входа по Nero. Если мы посмотрим по объемам, то здесь отбирали данный инструмент в диапазоне 3.04, 3.037. Линия ПОК у нас по объемам покупки. И инструмент молодой. В принципе, он ничего не показывал. Может, он и будет в дальнейшем расти за эфириумом, но здесь есть риски. Я прикупил на очень маленькую капитал, там несколько сотен. И может быть такое, что он даже и не будет расти. Но может и будет. Никто этого не знает. Тоже я когда-то покупал Пепу, и все говорили, что это скам. Сейчас аналогичная ситуация, говорят, что Nero это тоже скам, потому как она укаталась. Но если у нас будет рост на крипторынке, и этот скам тоже может в дальнейшем выстрелить. Фишка в том, что на эфириум он четко отреагировал. Четко он отреагировал на эфириум. Мы видим то, что здесь у нас был такой нисходящий канал. Buy, buy, sell, продавай. И теперь у нас вышли в верхнюю часть, типа уже все, ты не перезайдешь. Посмотрим. Будет ли у нас в дальнейшем рост по эфириуму? Если будет, то я думаю, что и Nero тоже будет у нас расти. Пока выглядит все вот так вот. Смена тренда у нас здесь вроде бы как присутствует. На недельке мы видим то, что здесь уже зеленое облако. Вроде бы как все у нас меняют. На лонг. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Посмотрим. Проект молодой, котлетить сюда, я думаю, что не стоит. Если даже с текущих, ну, с текущих, смотрите, 257% роста. И, допустим, с донышка, тут если где-то взял там по 16, по 20, может, то тут у нас нормальные могут иксы, на перехай там 12 иксов. Ну, это, в принципе, нормально. 1000 долларов зарядил, 12к баксов вытянул, и на марку можно прикупить какую-то. В принципе, вот так вот. Если у нас действительно будет там смена тренда по альте, а я думаю, что она будет, потому как доминация альты у нас здесь уже, я думаю, что тоже будет меняться. Интересный момент, то, что у нас total 1, ой, я не то нажал, ну, в принципе, можно здесь набрать total 1, показывает интересный момент. У нас по total 1 пошел, вернее, приток капитала. Мы сейчас на данный момент пробиваем сильнейший блок сопротивления. Это у нас практически вершина 2021 года. Мы ее, в принципе, уже и пробили. Но все равно здесь мы топчемся уже очень длительный период времени. Мы топтали здесь в ноябре 2024 года. Мы подходили сюда в апреле 2024 года. И тоже снижались. Сейчас мы здесь находимся в сильнейшем блоке сопротивления. Нам нужно его пробить, потому как у нас не отменяется сценарий отскок дохлой кошки еще полностью и уход на глобальную медвежку. Вот как только мы пробьем диапазон 3,5 триллиона долларов, то этот сценарий у нас будет в отмене. Вот у нас эта линия. 3,5 триллионов долларов, нам нужно ее пробить. Желательно на следующей неделе или хотя бы через 1,5 недели увидеть это пробитие. Тогда мы можем спокойно выдохнуть и все. Здесь у нас тоже смена тренда. Сигнал был buy, покупай. Альткоины нужно покупать. Как раз это было в апреле. И я снимал видео, неоднократно говорил, что нужно там то что-то прикупить, то присмотреться, усреднить, купить, чтобы было потом намного легче. Кто послушал, тот молодец, конечно. Мы видим зеленое облако, смена тренда. И здесь у нас, что касательно по Total 1 цели, по Fibonacci. Вот у нас Фибо. Рынок у нас торгуется по Фибо. У нас здесь есть две цели. Первая цель, это такая интересная, важная, 4,5 триллиона долларов. И вторая цель, это сильно перегретый пузырь, это диапазон 6,5 триллионов долларов. 6,5 триллионов долларов, я думаю, что здесь уже будет опасная зона, где полностью сидеть всей котлетой в крипторынке. Разгружаться я буду вот здесь, вот этом вот розовом блоке, который я выставил. Вот этот вот розовый блок. Тут частично уже я буду фиксировать позиции на своем портфеле. Конечно же, здесь еще я буду сидеть, смотреть, может получится что-то ребалансировать, может не буду ребалансировать. Но основная раскачка альты у нас начнется, когда по капитализации мы придем сюда вот. Как только начнется
знатный приток капитала в рынок, начнут качать альту. Она начнет выстреливать. Многие говорят, кто, что, где там будет, что там покупать. Как только появятся конкретные зеленые свечи на альткоинах, у людей сразу появится FOMO. Они захотят покупать это все дело. Они будут нести последние свои деньги, вносить в летящие зеленые палки долдаки. Пример вам скажу. Вот у меня есть знакомый, он говорит типа, я хочу купить биток. Ему говорили, покупай биток в диапазоне 40 баксов. Он, нет, зачем покупать, это скам. Биток пришел в диапазон 100 тысяч долларов, и вот сейчас даже биток 100 тысяч долларов. Он говорит, я хочу купить биток. Зачем он тебе нужен? Это ж фундаментал, я типа буду инвестором, я буду холдить, я буду его удерживать, у меня цель будет 10 лет, потому как он будет стоить миллион. Какой миллион? Кто знает, сколько он будет в дальнейшем стоить? Какие 10 лет? Зачем это делать, я не знаю. Ему говорят, купи эфириум. Эфириум стоял в диапазоне 1600-1700 долларов. Нет, зачем этот эфириум? Это скам. Он говорит, это скам. Это не нужно покупать. Нужно купить биток. Потому как он будет стоить миллион. Отговорили его, он не покупает биток. Держит котлету свою. Купи эфириум, говорят ему. Нет, если уж я биток не буду покупать, я эфириум буду покупать только в диапазоне 4000 долларов. Потому как он будет тогда не скам, он будет фундаментальный инструмент, и он восстановится. Зачем его покупать по 4000 долларов? Ну вы себе представляете, люди, они не хотят покупать по 1800, по 2, они хотят покупать по 4000 долларов. И так все будет, так все будет. Они будут покупать Pepe, когда она закроет 1.0, потому как это будет фундаментал. Они будут покупать, допустим, Notcoin, когда он будет стоить там в диапазоне 1 цент. Они будут покупать эфириум, когда он будет в диапазоне 4000 долларов. Они будут покупать XRP по 5 долларов. Они будут покупать BNB по 1000 долларов. Потому как это фундаментал. Понимаете? И в этот момент нужно будет продавать. Нужно будет продавать. Потому как дальше будет медвежка. Вот. И многие говорят, где будут браться деньги? Да вот будут браться деньги, как только эфириум будет стоить 4000 долларов, вот такие люди будут нести. И притом он хочет занести огромную котлету, огромную. Там котлета 200 тысяч долларов. Вы себе представляете, он хочет купить эфириум на 200 тысяч долларов в диапазоне 4000 баксов. Потому как это будет фундаментал. Или он хотел биток купить на 200 тысяч долларов в диапазоне 100 тысяч баксов за биток. Вот так вот это все происходит на этом рынке. И это какой-то парадокс. Вот. И я думал, что действительно здесь все умные, но оказывается, наверное, здесь не все умные, а покупают на хаях. И, кстати, до раскачки, конечно, конкретной раскачки остается у нас здесь недолго. Если мы посмотрим капитализацию, то у нас до важного уровня по Фибоначчи, смотрите, осталось 41%, ну максимум 42% движения. 42% движения у нас может пройти буквально на протяжении месяца. Мы можем май-июнь задвинуть рынок в диапазон 4,5 триллиона долларов, и здесь будут качать альту. Она здесь просто будет отстреливать. Ты сидишь себе, сидишь такой, смотришь на портфеле у себя, смотришь. Сегодня такой лег спать, завтра утром просыпаешься, пах! Монетка XRP в моменте дает 343%. Утром проснулся, смотришь, а XRP стоила, допустим, 2,5 доллара, уже стоит 5 баксов. Ну, понятно, что уже нужно ее продавать. Или Суи там, бах, дает 270% роста. Ну, понятно, что нужно уже продавать. Или там, допустим, мы сидим, проходит еще один денек, так, пах, какой-то там мемкоин, Вольф, выстрельнул там 8 иксов там дал тебе. Ну, понятно, что нужно уже его продавать, полностью его фиксировать. Или, допустим, ты сидишь, бах, турбо, 700% роста дало. Ты чуть-чуть продал, оставил 20% монет, проходит неделька, еще раз 700% турбо дало. И в общей сложности получается 15 иксов турбо за 2 недели. С проторговочками за 2 недели
Вот так вот с проторговками за 2 недели у нас турбо дает. Да, конечно же, оно за год тоже здесь выросло. Это такой себе мемкоин. Сейчас здесь покупать его точно нельзя. Точно нельзя его покупать. Уже если что, то лучше купить какой-то блюр, который там за год укатался и может будет восстанавливаться. Или там Кусама. Ну, я не особо сторонник, конечно же, Кусамы и экосистемы Дота. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так. Ну, а рынок вообще радует очень хорошо. Дай бог у нас будет дальше движение. Эфириум у нас сейчас стоит там 2200, биток 104. Ну, это старые уведомления с биржи приходят. Сейчас у нас здесь небольшая коррекция на дневке. Посмотрим, понаблюдаем. Конечно же, нету отмены еще сценария, то, что мы улетаем на медвежку. Отмены нету. По биткоину у нас будет отмена, когда мы пробьем и уйдем на перехай. Это будет очень замечательно. По Total у нас будет тогда, когда мы пробьем диапазон 3,5 триллиона долларов. Отмена медвежьего сценария тоже. Отмену медвежки не исключаем пока. Не исключаем. А так то все нормально. Можно смотреть. Рынок растет, присматриваться к каким-то альткоинам, брать на 2 икса. Nero вот я взял, посмотрим, что там будет. Также я покупал Село, монетку, тоже я писал в телеграм-канале. Село у нас тоже взял с целью тут 2 каких-то икса, можно что-то там присмотреться. Еще некоторые альткоины я покупал. Doom тоже я покупал, тоже он у нас знатно вырос, уже 21%. Ну, USTC, посмотрим, может быть качнут у нас Луну, экосистему Луну, и в дальнейшем еще что-то покачают. Посмотрим, понаблюдаем. Неплохо, конечно же. Евмос у нас тоже, смотрите, 25% роста дал, неплохо вообще. Мемкоин какой-то, Трамп еще тоже, ну, рынок вообще шикарно зашевелился. XRP-H у нас 7% дала, немножко слабенько, это экосистема XRP. Коля у нас 9%. Это такие мемкончики, такие скамкончики, которые в дальнейшем могут, конечно же, выстрелить знатно. Если у нас будет тот самый альтсезон и раскачка альты, то, конечно же, могут выстрелить эти мемкоины очень сильно. XRP-H у нас вот такое вот дело. Коррекция у нас здесь произошла. Конечно же, XRP-H нужно было бы хотя бы покупать бы осенью 2024 года. У нас там комьюнити в телеге за этот альткоин топили. Они там что-то подбирали, покупали, в принципе. Вот так вот. Коррекция здесь у нас произошла. Где он торгуется? На Мексе торгуется. В принципе, вот так вот. Может быть даже это и скам, но в дальнейшем он может отстрелить даже с текущих еще каких-то иксов здесь и показать. Также, что у нас по Колле? По Колле тут у нас укатанный очень этот инструмент. Биржи, где он торгуется? На Мексе. Он на Мексе торгуется. Вот. В дальнейшем может что-то он тоже и покажет, не знаю. Но тут, конечно, видно то, что объемы зашли на днище, и он сильно укатанный. Если, конечно, он куда-то будет и восстанавливаться, у нас здесь получается, смотрите, 3.036, а если будет здесь вот восстановление, то у нас 2.0 он прикроет. Ну, 100 иксов может, конечно же, дать. У меня валяется этот инструмент, я его был прикупил на очень маленький капитал, там $100, все. Ну, 100 иксов, 10 тысяч долларов. Но я думаю, что риск, money management здесь соблюдается. Актив укатанный, конечно же, очень сильно укатанный. Дальше, что у нас еще интересного? Что у нас интересного? Интересного у нас то, что эфириум, конечно же, показывает интересное движение. 2200. Очень хорошо. Будем смотреть, будем ожидать, будем смотреть. BNB 625 и Solana 161 доллар. Суи у нас $3.84. Я делаю хорошую ставку. Думаю, что с текущих Суи может легко дать, 10 иксов может дать. Если ее будут раскачивать как Солану, то 10 иксов она может дать. В принципе, вот так вот. Ну что, друзья, посмотрим, как у нас в дальнейшем будет реагировать рынок. То, что у нас уже приток капитала в эфире намного больше, чем в биток, это очень хорошо. Это говорит о том, что рынок будет в дальнейшем расти, особенно в сторону альткоинов будут больше инвесторы смотреть. Вот, в принципе, вот так вот. Все это нас радует. Всем желаю мирного неба, иксов на портфеле. Все у нас получится. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео на телеграм-канал.
Поддержим тоже канал, я для вас стараюсь, каждый день пилю видосы. Многие блогеры, конечно же, на коррекции ушли в какое-то забвение. Я каждый день выходил, писал видео. Правда, у меня канал маленький, информации я здесь дал, думаю, достаточно всем. Если есть у кого-то вопросы, пишите, в телегу можете писать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.